друзья! Приветствую вас на канале Food Court. И сегодня я приготовил для вас рецепт очень интересной колбасы. Это куриная колбаса с морепродуктами. За основу я взял рецепт, который нашел в Фейсбуке, автором которого является Михаил Черкас из Израиля. Он назвал эту колбасу боцманская, поскольку в ее составе только мясо курицы, куриного филе, грудки и морепродукты. Я дополнил этот рецепт, немножко его адаптировал под себя, и сегодня я покажу вам, как я протестировал эту боцманскую колбаску. В качестве мясной основы для приготовления колбасной эмульсии я взял филе грудки. Это куриная грудка, обработанная. Здесь у меня ровно 2 килограмма. Сейчас я ее порежу, подготовлю и проведу предварительный посол. Я решил пойти по классическому колбасному пути. Сейчас очень много есть специалистов, которые готовят такие колбасы с колес. Вот сразу их там солят и сразу там отправляют на тепловую обработку. Но я сторонник классического подхода, поэтому я сейчас порежу мясо куриной грудки размером под мясорубку и буду проводить предварительный посол. Вот в таком виде я подготовил куриную грудку. И кроме этого сейчас я заморожу мидии, вот их 250 грамм, и креветки, тоже 250 грамм, я их отправлю в морозильник. В качестве посолочной смеси я буду использовать только нитритную соль. У меня нитритная соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. Я взял соль из расчета 1,6%, то есть 16 грамм на 1 килограмм мяса. Кроме этого, в составе этой посолочной смеси 1,5 грамма сахара и полграмма аскорбата натрия. Это антиокислитель жира. Вот такой посолочной смесью я буду проводить посол филе куриной грудки. Завакуумирую и отправлю в холодильник на 72 часа. Почему я взял именно такую норму соли? 16 грамм на килограмм мяса. При стандартной норме для такого типа колбас это 18-20 грамм соли на килограмм. Я взял только 16 в связи с тем, что я буду использовать в этой колбасе рыбный соус. Он достаточно соленый, поэтому вот ту недостающую часть восполнит именно этот ингредиент. Я равномерно вношу посолочную смесь, аккуратно перемешиваю, чтобы соль максимально равномерно распределилась между кусочками мяса. И вот таким образом я упаковал это все в вакуумный пакет, откачал воздух, запаял и теперь отправлю в холодильник при температуре 4 градуса на 72 часа. Так, прошло 72 часа. Мясо было предварительно по соли. Вот так оно у меня чуть подморожено. Вот теперь я его буду перекручивать через мясорубку. После предварительного посола я всегда обычно подмораживаю мясо до 0 градусов. Таким образом, это позволяет мне соблюдать температурный режим в процессе переработки. Ну и слегка подмороженное мясо лучше перекручивается на мясорубке. Перекручивать я буду на решетке с диаметром отверстия 5 мм. Перекрученный первый раз фарш на крупной решетке с отверстием 5 мм я упаковал в zip-пакет и вот таким образом ровненько его распределил в виде такого пласта.
Толщина примерно 1,5-2 сантиметра, для того, чтобы в последующем я мог использовать его, нарезав кусочками, полосками в отверстие входное мясорубки. Итак, друзья, пока у меня подмораживается куриный фарш после первичной переработки, я хочу показать вам те ингредиенты, те составляющие, что я намерен добавить в этот колбасный фарш. Но прежде всего это морепродукты, это мидии. Мидии, они были замороженные, в таком виде я их порежу чуть-чуть мельче. Значит, это креветки, обычные креветки, да, тут по 250 грамм. Ну, я тоже чуть-чуть помельче их подрежу. По специям и вкусовым добавкам. Это вакаме, водоросли. Я их заказываю через интернет. Используем мы их на кухне. Очень интересный такой специфический вкус, характерный для морепродуктов. Здесь устричный соус. Тоже такой ингредиент широко известный в азиатской кухне. Вот в таких вот бутылочках он продается, его можно найти в магазинах. Здесь у меня рыбный соус. Рыбный соус — это соль, поэтому при посолке мяса, предварительном посоле мяса, я уменьшил дозу с учетом того, что будет добавлен рыбный соус. Да, он продается в магазинах, обычно в китайских магазинах. В качестве жидкости я буду добавлять сливки. Это обычные сливки, здесь 500 мл, они 33% жирности. Сливки я буду добавлять из расчета 20%, то есть 200 мл на 1 кг фарша. Устричный соус я буду добавлять из расчета 10 мл на килограмм, здесь 20. И рыбный соус я буду тоже добавлять 10 мл на килограмм, здесь 20 мл. Вакаме я буду добавлять из расчета 5 грамм сухого. Вакаме — это водоросли, из расчета на килограмм, здесь у меня 10 грамм. По специям, значит, я взял только черный молотый перец и кардамон. Черный молотый перец из расчета 1 грамм на килограмм и полграмма кардамона. И для удержания влаги я буду использовать пищевой фосфат. Здесь из расчета 2,5 грамма на 1 килограмм фарша. Вот такие составляющие у меня пойдут в эту боцманскую колбаску. Ну и сейчас я подготовлю мидии и креветки. Итак, прошло пару часов, фарш у меня подморозился достаточно крепко. Теперь его можно порезать на полоски и буду перекручивать второй раз на мясорубке. Вот в таком виде, слегка подмороженном, мясо очень хорошо пройдет через приемник мясорубки
и будет очень легко перекручиваться. Второй раз я кручу на решетке с диаметром отверстия 3 мм. При перекручивании на мясорубке, при любой переработке фарша, вымешивании, фарш нагревается. Поэтому очень важно работать слегка подмороженным сырьем, мясом или фаршем. Таким образом вам гарантирован верхний порог температурного режима, это 10-12 градусов. В среднем я работаю с температурой фарша 4-6 градусов. Это оптимальный вариант для того, чтобы при тепловой обработке любой избежать бульонно-жирового отека. Вот такая вот однородная, пастообразная, мягкая, липкая консистенция получается после 2 переработок на мясорубке. Ну а теперь я вмешаю в фарш морепродукты и все остальные составляющие этой боцманской колбаски. Просматривая аналогичные рецепты в интернете, я даже сталкивался с рецептом, когда добавляют красную икру. Но я не пошел таким путем. Вот эти барские замашки я оставил авторам этих рецептов. Вот, а вот просто мидии, просто креветки, рыбный соус, устричный соус, теперь на этом этапе я вношу пищевой фосфат из расчета 2,5 грамма на килограмм для удержания влаги и черный молотый перец и кардамон. Вакаме. Вакаме достаточно жесткая такая водоросль, сушеная. Я ее предварительно немножко измельчил в ступке. И теперь я все это тщательно перемешиваю, равномерно распределяя внесенные ингредиенты в колбасный фарш. Я переместил фарш уже с внесенными ингредиентами в чашу планетарного миксера. Это обычный домашний тестомес. У меня на канале есть видео, где я показываю подробно все то оборудование, которое я использую у себя на кухне для приготовления колбас. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете посмотреть этот обзор на моем канале. Вот в этом месте по закону бутерброда я не нажал кнопочку «Запись». Планетарный миксер я использую для того, чтобы вмешать в фарш сливки, которые я добавляю от расчета 20% на вес фарша. И перед тем, как вносить сливки, я добавил из расчета 15 грамм на 1 килограмм фарша желатин аспик. Аспик — это желатин самой высокой плотности 270 блюм. Желатин я добавил для того, чтобы колбаса имела дополнительную эластичность. Перед вымешиванием я вносил сливки слегка подмороженными, чтобы не повысить температуру при вымешивании, а желатин я вносил в сухом виде. Вот посмотрите, какого качества получилась колбасная эмульсия. Она же такая вязкая, достаточно однородной, такой плотной консистенции. И теперь я буду набивать колбасную оболочку. Колбасный фарш я переместил в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый. В качестве колбасной оболочки я взял коллагеновую натуральную колбасную оболочку диаметром 50 мм. Нарезал на кусочки длиной 40 сантиметров и предварительно замочил в теплой воде на 15 минут. И перевязал с одной стороны. Вот в таком виде я получаю колбасную оболочку от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. Вот такую вот колбасную оболочку я сегодня буду использовать. Луковый цвет — это натуральный коллаген. В интернет-магазине Craft Store вы найдете огромный ассортимент колбасных оболочек и все, что необходимо для домашнего крафта, для того, чтобы изготавливать дома своими руками всевозможные колбасные изделия и мясные деликатесы. Воспользуйтесь QR-кодом, который вы видите в левом верхнем углу этого видео, и переходите на страницу интернет-магазина Craft Store. Ну и кроме этого,
а ссылку на этот интернет-магазин я оставлю в описании под этим видеороликом. И у меня для вас, друзья, отличная новость. Делая заказы в интернет-магазине Craft Store, на любую продукцию вы можете получить 3% скидку на ваши заказы, воспользовавшись специальным промокодом FoodCourt. При оформлении заказа у вас появится такое специальное поле наличие промокода. И вот в это поле вы просто вписываете английскими буквами слово FoodCourt, и вы получаете 3% скидку на любой ваш заказ, независимо от суммы или ассортимента, от спонсора моего канала интернет-магазина Craft Store. Коллагеновая оболочка очень прочная, набиваю я максимально плотно, затем вот таким образом подкручиваю, и 4 руки мы благополучно завязываем колбасный батон со второй стороны. Вот таким образом у меня получилось 4 полноценных батона, где-то по 550-600 грамм. Теперь я, используя крючок, подвеску, отправлю колбаску на усадку и отепление. Температура фарша в результате его переработки на мясорубке и вымешивании где-то была в пределах 4 градусов. И теперь для того, чтобы колбаса отеплилась, чтобы она уплотнилась, часа 3 она у меня будет висеть при комнатной температуре. Так, прошло пару часов, колбаска отвисела. Да, вот так вот я ее здесь перекрутил, уплотнил. Да, потом такой сделал обвязку, кольцо. И вот тут тоже подкрутил, буквально даже по целому сантиметру. То есть она сейчас такая упругая, плотная. И я ее сейчас в сous-вид и на тепловую обработку. Хочу сказать вам, друзья, что этап усадки и отепления очень важен. Я знаю, что скорострельные колбасные технологи сегодня стараются минимизировать все эти процессы, да, убирают эти вот все этапы. На самом деле этап уплотнения важен тем, чтобы структура колбасы была ровной и плотной, не рыхлой. Ну а этап отепления необходим для того, чтобы при температуре выше 15 градусов внутри изделия произошел распад нитрита натрия. Следующий этап — это тепловая обработка. Проводить я ее буду в сous-вид. Вот таким образом я упаковал колбасные батоны в вакуумные пакеты, запаял двойным швом, откачав воздух. И теперь я это все буду помещать в контейнер с водой. На ротационном кипятильнике я выставляю температуру 68 градусов. Это стандартная температура готовности эмульсионных колбас. И время я выставлю 1 час 30 минут. Диаметр колбасы 50 миллиметров, и 90 минут будет достаточно, чтобы колбаса прошла тепловую обработку до полной готовности с температурой внутри 68 градусов. При тепловой обработке в sous-вид нет необходимости контролировать температуру внутри изделия, поскольку по законам физики температура внутри не может быть выше температуры окружающей среды. Если мы нагреваем воду до температуры 68 градусов, то за 90 минут температура внутри изделия достигнет именно этой температуры 68 градусов, ни ниже, ни выше. После завершения тепловой обработки я помещаю колбасу в ледяную воду, проточную, холодную воду и провожу этап душевания. Необходимо остановить процесс тепловой обработки и сбросить быстро температуру ниже 35 градусов. Эта процедура позволяет увеличить сроки хранения колбасы. И после завершения душевания я отправляю колбасу в холодильник на стабилизацию на 12 часов при температуре 4 градуса. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Прошло
12 часов. Колбаска провела ночь в холодильнике при температуре 4 градуса. И вот такой я вижу результат. Структура очень такая плотная. Колбаса стабилизировалась. Абсолютно никакого отека. Ну и теперь мы выходим на финишную прямую. Будем вскрывать и посмотрим, что там у нас получилось в результате. Чуть-чуть выделилась влага. Это конденсат. Протираю бумажной салфеткой. Внешне колбаса очень даже привлекательная. Приятный запах. Она явно пахнет морепродуктами. Для таких случаев я, конечно, достаю свой парадно-выходной инструмент. Это настоящий нож. Колбаска плотная, упругая. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, как она выглядит в разрезе. Очень красивый рисунок. Прорисовался, конечно, морепродукт. Это крупные кусочки мидии. Видно вкрапление очень хорошо креветок. Ну и вакаме очень интересно дополнил этот рисунок. Вот посмотрите, друзья. Колбаска эластичная. 100% сработал аспик. Структура плотная, не рыхлая. Сработала усадка. Ну и теперь вкус. Ну что я вам скажу, друзья. Это просто бомба. Я всего ожидал, но такого вкуса я даже не предполагал получить. Очень классно, сбалансированно встроились соусы. Именно рыбный соус, устричный соус в сочетании с вкусом и запахом вакаме. Букет просто невероятный. Ничего подобного я еще не пробовал. Огромная благодарность Михаилу Черкасу за базовый рецепт. Все, что я дополнил, немножко изменил, технологии, процессы, только улучшило все то, что я получил в базовом рецепте. Теперь этот рецепт займет достойное место в моей коллекции. Вы только посмотрите, какая у нее консистенция. Куриная грудка в эмульсии работает просто великолепно. Да, такую колбаску не стыдно показать друзьям и знакомым. Это просто шедевр. Красота. На этом, друзья, я буду заканчивать мой тест рецепта колбаски боцманской. Все прошло благополучно, результат меня поразил и воодушевил. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал Food Court. Жмите на колокольчик, оставайтесь на канале, будет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До новых встреч, дорогие друзья!